Озеро, конечно, красивое. Красивое место. Так, Георгиевские купальни и могилам 3 старцев. Чуть не потонул. Это вот все на удачу. Вот, старинная к могилкам 3 старцев. Чту, так сказать, старые традиции. О, ребята. Доброго времени суток. Сегодня я собираюсь в экспедицию на озеро Светлояр. Место это примечательно тем, что с ним ходит одна легенда, которую я вам расскажу непосредственно на месте. Ну а я выдвигаюсь к точке исследования. Реверсное движение, походу. Стоим, ждем. Ремонт моста. Все, поехали. Давайте, ребятки, поехали. Время, деньги. Ремонт идет. Надеюсь, мост не рухнет под нами. Так, ну вот, подъезжаем сейчас к повороту на Светлояр. Сделаем небольшую остановку, попью чай, расскажу о вещах, которые я с собой взял в экспедицию. Проехал где-то уже половину пути. Сейчас остановимся. Трактир. Вот идеальное место. Тут тормознем. Так. Значит, что я с собой взял? Куртка, то, что на улице прохладно. Потом дождевик, если пойдет вдруг дождь. Рюкзак. Тесак, мало ли, люди всякие могут быть, тем более времена нынче у нас опасные. Безопасность не помешает. Чай фруктовый, который сейчас будем пить. Потом сахар, пару булок,
пару бизнес меню, обед с натуральным мясом. Но мясо, конечно, здесь не натуральное. Хлеб, 2 банки тушенки, питьевая вода и, соответственно, кипяток. Как-то так. Сейчас попьем чай и продолжим наше движение. Надеюсь, ребята, вы тоже себе навели чаек, потому что с чайком все идет гораздо лучше. Вот так. Маленько косо встал, но ничего, ничего. Так. Так. Доехал я быстро, где-то минут за 30 до этого места, может чуть побольше. Если кому интересно, могу показать на карте, где находится. Так, вот значит, Семенов, Нижегородская область. Вот Воскресенская. А Светлояр находится где-то у нас... Так, вот Владимирская, вот где-то вот здесь. Вот оно. Вот, Шадрино, вот оно, вот отмечено, вот оно. Вот озеро Светлояр. Вот оно. То есть вот Владимирская. Вот озеро. Мы сейчас находимся вот здесь где-то, вот боковая. Стоим где-то вот здесь. То есть осталось буквально пальцев, ну вот, недалеко. Уезжал вот я из Семенова, вот. Я доехал. И вот здесь мы вот сейчас стоим. В общем, проехали даже где-то 70% всего пути. Вот так. Это атлас автомобильных дорог еще 2006 года. Вот он. 2006 год. По нему я собираюсь путешествовать, то есть объездить всю область, посмотреть заброшенные деревни и как вообще живут нынешние деревни, в каком состоянии они находятся. Рядом чаепитие. Нет ничего лучше, чем пообедать в дороге, либо попить чай. Дома как-то уже все слишком надоело. Хорошо. От стакана, кстати, пахнет кремом для бритья. Я в нем брился в этом стакане. Но, надеюсь, меня не пронесет где-нибудь на Светлояре, иначе это будет кощунство. Да, отдает кремом для бритья, кстати, очень сильно. Жалко, что нельзя передать запах через камеру. Неплохо. Не сидите дома, путешествуйте по области. Россия большая, мест много. И не важно, какой у вас автомобиль. Путешествовать можно абсолютно на любых. Можно в одного, можно с семьей. Не имеет абсолютно никакой разницы. Главное, чтобы было желание и в порядке автомобиль. Даже если автомобиль у вас не в порядке, куда-нибудь можно выбраться километров за 100. Главное, чтобы были у вас друзья на колесах, которые смогут вас привезти назад домой. Еще можно поспать, конечно, но у нас на это нет времени.
Так, мусор за дверь. Шутка. Мусор берем с собой. То, что кто мусорит, тот, мать твою, очень плохой человек. Ну все, а мы продолжаем движение. Приехали к повороту, сейчас будем поворачивать. Одни церкви, храмы. Но он закрытый, кстати. Можно будет как-нибудь туда слазить. Еще один. И гостиницы, и святые истоки. Да, дорога, конечно, оставляет желать лучшего. Так, вот здесь парковочная зона. Кто-то уже здесь есть на Светлояре. Так. Ну все, ребята, сейчас я собираюсь и идем непосредственно к самому озеру. Так, ну вот все, приехали, выдвигаемся на само озеро. Главное, чтобы на нас ментов не вызвали. А то у меня в рюкзаке тесак. Еще кто-нибудь напугается. Село Владимирское. Село Владимирское берет свое начало с небольшого починка в междуречье Теплухи и Люнды. До середины 18 века село называлось Люнды, а современное название получило после постройки в 1766 году церкви в честь Владимирской иконы Божьей Матери. С точки зрения архитектуры во Владимирском особенно интересны характерные полукаменные дома конца 19 начала 20 века, которые располагаются на центральной улице. Это дома зажиточных крестьян. Низ из красного кирпича использовался под хозяйственные нужды. Верх был жилым. Именно эти дома являются свидетелями времен, когда Владимирское было крупным торговым селом. Архитектура исторических зданий и расположение рядом с озером Светлояр позволяло селу получить в 2015 году статус достопримечательного места. Владимирское и его окрестности издавна славились мастерами, стекольщиками, плотниками, печниками, валенщиками. Здесь родились сказочники С. Афоншин и Ковалев, поэты Корешкова, Лопатина, герой Первой мировой и Великой Отечественных войн. О знаменитых людях села рассказывают краеведческие экспозиции историко-художественного музея. Вот так вот. Природные особенности озера Светлояра в русской культуре, традиции, обход озера вот. С молитвой или даже оползание озера, очередной всплеск паломничества на Светлояр спасли. С исполнением таких обетов произошел в годы Великой Отечественной войны, когда берега озера были черны от платков матерей, жен и сестер, молящихся и ушедших на фронт мужчин. Зажигание свечей, поклонение, молитва.
Озеро Светлояр — единственный в Нижегородской области памятник природы федерального значения. В 2008 году окрестности озера вошли в состав природного парка Воскресенское Поветлужье. В 2015 году историческое село Владимирское вместе с озером получило статус достопримечательного места, культурно-ландшафтный комплекс озеро Светлояр и село Владимирское. С озером связана легенда о граде Китеже. Она повествует о том, как великий князь Юрий Всеволодович основал на берегу Светлояра озера каменный город Большой Китеж. Когда через много лет хан Батый в своем набеге на Русь возжелал захватить Китеж, Божьим повелением город был скрыт от глаз врагов. Как говорится в сказаниях, он тайно сохраняется до сих пор и будет стоять до судного дня, видимый лишь чистым душам. Вот такая вот легенда. Сегодня мы обойдем озеро вокруг. Может быть, даже увидим град Китеж, хотя это вряд ли. Душа у меня, конечно же, не чистая. Я матерился, курил, пил, но это все в прошлом. Ладно, не будем об этом. Дальше вот эта аллея, ее еще сажали в советское время. Вот какой-то из этих деревьев сажал еще мой дед, будучи пионером. Вот так вот. Коммунисты высаживали такие вот аллеи. А все говорят, коммунисты угнетали верующих. Может, это и так. Здесь, кстати, раньше стояла лавка, но она, видать, сгнила. Хорошее место, только что-то комаров сегодня много. Думал, будет поменьше. Раньше здесь даже на машинах, кстати, проезжали. Но поставили столбы, теперь уже на них здесь никто не ездит. Так, что у нас здесь? Ага. Московский патриархат Русской Православной Церкви, Городецкая епархия. Ну-ка. Запрещен мотовелотранспорт, огонь, дикие звери, рвать цветы, в бухом состоянии, соответственно, мусор не оставлять. Ну и правильно. Мусор вообще нельзя нигде оставлять. Народ на нас смотрит, кошмарится. Меня тесак сзади. Может думать, пойду кого-нибудь рубить. Но у нас исключительно мирные цели. Мало ли, какие-нибудь фанатики захотят меня принести в жертву. Мне хоть есть чем отмахаться. Не буду же их тушенкой кормить, правда? Приближаемся к озеру. Время сейчас 5 час. Озеро, конечно, красивое. Во времена моей юности, когда я был пацаном, сюда приезжали с родителями, вода здесь была очень сильно прозрачная. Было видно, как плавают рыбки. Но со временем, с обилием туристов, вода стала темнее. С чем это связано, я не знаю. Но факт остается фактом. По-моему, даже в газете писали, что процент соотношения воды и мочи гораздо больше, чем воды. Вон, если увидите, главное сейчас не навернуться. Вокруг этого озера надо будет обойти. Зайдем к 3 стартам, поглядим, как там. И двинем назад. Да, Диман, я помню, ты просил без мата, поэтому все будет сегодня без мата. Пацанам отдельный респект. Надо сюда будет с ребятами заехать покупаться. Хотя еще, конечно, не сезон. В солнечные дни здесь очень много людей загорающих. Святое озеро. Так,
Объект охраняется государством. Памятник природы федерального значения озеро Светлояр. На природоохранной территории запрещается разбивка, установка палаток, тентов, пляжных зонтов, купание на матрасах и других подручных средствах, купание собак в озере. Природный парк Воскресенское Повитлужье. Номер. Вот так вот. А раньше можно было разбивать палатки и прочее. Какие ограничения интересные. И вон церковь. Красивое зрелище, не правда ли? Красивое место. Свечи, что ли? Но мы идем дальше. Так, много веков наши предки посчитали эти места святыми. Обходить озеро верующие начинают с посещения храма, который располагается на этом месте. Далее выходили в озеро трижды по часовой стрелке, сохраняя молитвенную тишину, читая богородичную молитву. Ну, я человек неверующий, атеист. Ключик, кибелек, нам туда. Да, в лесах будьте осторожны, иногда могут падать деревья. Вот таким вот пнем вас зашибет, мало не покажется. По-моему, был звук колокольчика какого-то. Кстати, ребята, если хотите, чтобы Дмитрий сюда приехал и провел здесь исследование, пишите комменты. Обязательно Дмитрий сюда приедет и проведет для вас эксперимент с различными его приборами, которые должны уже приехать к нему. Комментируйте, что вам интересно, и проявляйте прочую всяческую полезную активность на нашем канале. Нам это приятно и позволяет, это продвигает наш канал к большему процветанию. Чем больше вашей активности, тем больше, соответственно, будет выходить видео. Чистый воздух. Ключик, кибелек. Отличная дорога. Как будто здесь Уралы ездили. Да. О, поле. И нам вот так вот идти прямо. Вон до туда. Хорошо, что я в берцах иду. Ага. Нам, значит, дальше. Какая-то железяка, ключик, кибелек и турист. Это про меня, только иду без посоха. Значит, идем дальше. Вон в тот лесной массив. Вот мы куда-то пришли, типа зона отдыха. Или что это, непонятно. Но это точно не ключ. Так. Пешеходная тропа, ключику, кибелек. Так, Георгиевские купальни и могилам 3 старцев. Вот, сюда мы обязательно сейчас придем. Пешеходная тропа имеет протяженность около 4 километров от озера. Светлояр в одну сторону проходит по 2 участкам, полевому и лесному. Не имеет искусственных настилов, за исключением деревянных мостков рядом с рекой Кибелек. Для удобства паломников и туристов на протяжении лесного участка тропы оборудованы скамейки и крытые места отдыха. С ключиком Кибелек и могилами 3 старцев связаны легенды о граде Китеже. По тропе проводятся экскурсии. Может быть, даже кого-нибудь встретим. Для сохранения красоты природных ландшафтов и маршрута соблюдайте следующие правила.
Воздержитесь от разведения костров. Так, возжигайте свечи только в предусмотренных для этого местах, не оставляйте горящие свечи. Воздержитесь от излишнего шума, иначе орать не будем. Уважайте убеждения других людей, не развешивайте на деревьях ленточки, иконы, а также другие религиозные предметы и изображения. Используйте для обливания только специально оборудование купальни. Уносите мусор с собой. Мусорные баки установлены у автомобильной стоянки. Озеро Святояр, автостоянка. Помните, что срок разложения большинства бытовых отходов занимает от нескольких лет до многих столетий. Бумага 3-6 недель, пластик 400-500 лет, алюминий 200 лет, подгузники 500 лет, окурки 10-12 лет. Стекло не разлагается. По пути сюда, кстати, видел около 8 окурков. Так что вот. Да, кстати, здесь мы уже были. Вот этого не было. Строения. Не было. А были мы здесь где-то, наверное, года 2, может 3 назад. Ну, а мы двигаемся дальше. Наша тропа ведет нас вперед. Приятно вырваться от цивилизации в такое вот тихое место, где только ты и поют птицы. Надеюсь, больше никого не встретим. Ни каких-то диких зверей, ни людей. Люди, скажу честно, уже надоели. Иногда просто хочется побыть одному, побродить по лесной тропе, подышать свежим воздухом. Скамейки для отдыха. Также есть легенда по поводу вот этого Китежеграда. Некоторые говорят, что по ночам со дна озера раздается колокольный звон. Правда это или нет, неизвестно. Я сам лично не слышал. Также говорят, что со дна исходит якобы какое-то свечение. Вот. Надо сюда ночью приехать, посмотреть, походить вокруг озера. Я уверен, будет очень интересно. Не только вам, но и всем нам. Обратите внимание, здесь очень грязно, то есть грязь хватает. Если здесь пройдут дожди, то пройти в туфельках, в кроссовочках будет очень проблемно. Так что если вы сюда соберетесь, надевайте либо резики, либо берцы, как у меня. Когда мы здесь были во время дождя, доски были очень скользкие. Так что имейте в виду, доски старые. Также присутствуют падающие деревья. Во-во-во-во-во-во. Самая веселуха. Так. Ну что, ребята, я думаю, надо помочь прочистить тропу. Не зря же я с собой брал тесак. Попробуем убрать в сторону. Все. Ну хоть что-то сделали. Не зря сюда приехал. Ребят, кажется, кто-то есть. По-моему, в лесу кто-то пробежал. Может, кабан, олень. Главное, чтобы не волк и не медведь. Тесаком я вряд ли отмахаюсь. Если идете в лес, возьмите с собой топор, нож.
мало ли. Колющий, режущий всегда пригодится. Так. Туда идет дорога и туда идет дорога. Возможно, это, кстати, обходная какая-нибудь. Попробуем пройтись. Твою мать. Ладно. Не страшно. Перейдем по деревянным настилам. Как видите, здесь очень много воды. Местность довольно-таки болотистая. Вот. Чуть не потонул. Погиб бы геройской смертью. Так, все, вот мы подходим. В таких местах, кстати, ребята, смотрите, могут гвозди вылезать. Поэтому смотрите под ноги. Болотом пахнет. Крест. Вот эти ребята, кстати, купили. Вот она. Главное сейчас камеру не уронить и самому сюда не навернуться. Надеюсь, меня здесь никто не утащит. Представляете, ночью здесь заночевать. Любопытное место. Теперь пойдем к могилам 3 старцев. А потом надо будет перекусить. Перекусим. Картохой и тушником. О, говорили не вешать. Смотрите, сколько всего висит. Всяких тряпок, ленты, прочее. На деревьях не развешивать. Это вот все на удачу. Выглядит, конечно, страшно. Вон на деревьях тоже вяжут. Главное, чтобы сейчас не было каких-нибудь кукол вудуистских. Вот мы пришли к ключику, кстати. Смотрите, вот ключ, иконы, свечи, побиты все. Родник. А это что такое у нас? Вот это вот я, ребята, я не помню. А, это раздевалка, что ли? Купель. По-моему, это купальня. Типа водой окатываться. Интересно. Так, ладно, идем дальше. Вот, старинная к могилкам 3 старцев. Идем по указателям. Высота, конечно, у деревьев бешеная. Поломала. Ну вот мы подошли. Могилки 3 старцев. Крест очень большой. Дотронусь до каждого из креста. Возможно, мне достанется, возможно, хоть какая-нибудь удача, может, благословение, я не знаю. А может, просто знак приветствия. Поздороваемся с 3 старцами. Так, скамей, конечно же, старо, давно здесь не было людей. Какой-то посох. Ребята, это посох. Причем старый.
Не нравится мне это. Интересно, что он здесь делает. Трогать мы его не будем. Мало ли, кто здесь по ночам бродит. Рассердим еще духа злого какого-нибудь. А может и доброго, не знаю. Ладно, будем уходить. Всего доброго. До свидания. Мы пойдем своей дорогой. Какие-то кресты лежат. Ну, это, наверное, просто старые. Ну все. Дальше, наверное, идти незачем. Да, кстати, ребята, устроим небольшое пожертвование духом. Оставим хлеб. Я хоть и не верующий в православие, но чту, так сказать, старые традиции. Зашел в лес, поблагодари духов леса. Все. Спасибо за гостеприимство. Мы покидаем лес. Вот еще что, на удивление. Почва хоть очень скользкая, но идти очень легко. Не знаю, как будто кто-то держит, что ли. Сапоги не мокнут, комары особо не пристают. Хотя, казалось бы, действие лютони должно давно было закончиться. А они прямо как будто все отстали. Хотя я вспотел, комаров становится меньше. Идешь по грязи, и сапоги не мокнут. Приятно. Я хоть и не верю во всю эту мистику духов, но в моей жизни было пару раз такое, что было что-то такое, на что ответов у меня просто нет. Даже по сей день. Плюс отец мне рассказывал одну историю, даже не историю, а, как это сказать, событие, что с ним приключилось. Это событие приключилось, когда умер дед мой, то есть отец моего отца. Он спал у него в комнате, было жаркое лето, было очень душно, он лежал в его кровати, это была ночь, где-то между 2 и 3 часами ночи. Он мне рассказывал то, что он лежал на его кровати, было душно, ветра никакого не было. И было у моего отца ощущение, что рядом с ним кто-то присутствует. Вот. И он смотрел на дверь, которая вела в комнату деда, то есть в которой мой отец спал, находился. И эта дверь очень медленно открывалась. Он говорит, хотя никакого ветра не было, было очень стойкое ощущение, вот, что рядом с ним кто-то находится. И открылась очень медленно дверь. Все спали. И отец говорил, что в этот момент испытывал очень сильное чувство страха. Просто даже не страха, а ужас, паника. Что это было, я не знаю. Кто знает, что это за птица, напишите в комментах. А тут не одна даже.
Куда все подевались? Обходите с жербом вот так вот. По кругу. Возможно, здесь стоял город Китежград. Только Китежград находился здесь, а не на Урале, как это сделали в компьютерной игре Лара Крофт Сибирь. Вот так вот. Каждый год вот этот лоер я переплывал. Ага. Он все подтопляет. Прогибается здорово. Возможно, напор сгнило. Залазить на него, конечно, не буду. А то, мало ли, уйду под воду. И поминай, как звали. Вот еще один крест. Фу. Да, ребята, представляете, а ведь кто-то на коленях этот Светлояр 3 раза по часовой стрелке оползает. Да еще читает молитвы. Надеюсь, ночью, если мы здесь будем, ночью подобных людей мы не встретим. Вот где ужасы-то будут. Тут пешком ты идешь. Тяжко, так представьте, на коленях ползти. А раньше, когда не было вот этих вот деревянных настилов по голой земле, да, то еще удовольствие, наверное. О, ребята, к дереву. Иконки, молитвы. Ладно, хоть здесь нет никаких тряпок, не обвешали. Вот только вот эти вот сердечки часто попадаются. Вот кружок мы и сделали. Да. Я думал, озеро будет побольше. Обошли его раз-раз и все готово. Самая известная традиция Светлояра — обходить озеро во спасение души, исцеление телесных недугов. Ребята, вот так вот я съездил на озеро Светлояр. Вот такая вот у меня экспедиция. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Всем удачи и большое спасибо. До новых встреч!